Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Свой первый ролик на канале я опубликовал в 2015 году. С того момента было уже сделано 270 роликов на различную строительно-отделочную тематику. В этом ролике я собрал 8 полезных лайфхаков со своего канала за последние 5 лет. Уверен, что есть много подписчиков, которые присоединились к моему каналу недавно и не видели старые ролики. Если вам такой формат понравится, то я периодически буду делать сборки различных рабочих хитростей и самоделок со своего канала. Поехали! Универсальный рабочий ячеистый стол. Самоделка 2016 года. Стол предназначен для раскроя листовых материалов, фрезеровки гипсокартона, а также выполнения любых других работ. Сделан под стандартный лист гипсокартона в длину 2 метра 40 сантиметров, ширина 1 метр 10 сантиметров. Высота 85 сантиметров, сверху прорезаны ячейки для циркуляционной или погружной пилы. Себестоимость всех материалов, потраченных на этот стол, $50. Ушло 2 листа обычной влагостойкой фанеры 1,5 на 1,5 метра толщиной 15 мм. Стол полностью разбирается и помещается в легковой автомобиль. Состоит из 4 секций. Каждая секция может выполнять роль отдельного стола. Секции между собой скручены болтами с винтовыми барашками. После своей самоделки я показывал еще много столов, но в основном они все были заводского производства. Приспособление для установки подрозетников сделано из алюминиевого уголка. Ролик выкладывал тоже в 2016 году. Позволяет ровно зафиксировать подрозетник до того момента, как схватится раствор, на который устанавливается коробочка. Такое приспособление можно сделать также из профиля для гипсокартона. Это будет более дешевый вариант. Особенно актуален такой вариант установки, если вы домашний мастер и у вас не набита рука на установку подрозетников. Уголок с прикрученными к нему подрозетниками по уровню фиксируется в отверстии. По бокам прикручивается дюбелями. Сразу можно продеть кабель. Если устанавливать подрозетник без уголка, сразу вместе с кабелем, то происходит следующее. Кабель смещает подрозетник обычно в сторону. Идем дальше. Самодельное приспособление для укладки плитки. Этот крючок сделан из пилки для лобзика. Сталь, из которой сделана пилка, прочная и позволяет выпилить болгаркой крючок миниатюрной формы. Он может приподнимать уже приклеенную плитку. Так как этот крючок тонкий, то его можно просунуть в шов 1,5 мм и приподнять нужный угол. Во многих случаях не нужно целиком отрывать плитку, а достаточно просто просунуть крючок и приподнять уже уложенную плитку. Такое приспособление делается за 10 минут. Несмотря на простоту и дешевизну, помогает в укладке плитки, особенно если вы не используете СВП. Думаю, что те люди, которые хоть раз укладывали плитку, по достоинству оценят эту самоделку. Прихват сварщика или третья рука позволяет точно монтировать профили для гипсокартона по уровню. Это 2017 год. В то время еще не было самодельных приспособлений с барашками, которые сейчас можно напечатать на 3D принтере для выставления профилей. Поэтому я использовал такой прихват. У прихвата регулируется усилие и ширина, поэтому он может прижимать любой предмет, в моем случае это профиль. Очень удобно, если вы работаете один. В таком случае такой прихват может вам заменить дополнительные рабочие руки. Как вариант еще можно использовать струбцину. У них разная конструкция и они могут отлично дополнять друг друга. Профиль фиксируется прихватом и выставляется по уровню при помощи лазера и мишени. Затем подвесы прикручиваются к профилю по бокам. Еще, кстати, в ролике я показывал интересную сумку монтажника, которая стоит всего лишь $10-15. Очень удобно и полноценно заменяет пояс монтажника. Мне такой вариант удобнее, чем пояс. В этом ролике я показывал один из способов, как сделать сложное отверстие сразу в 4 плитках. Такие вопросы по отверстиям мне, кстати, очень часто задают в соцсетях. В магазинах и на рынке продаются недорогие алмазные коронки. Этой коронки хватает примерно на 10 отверстий в керамограните. Но не все знают, что пилить нужно с водой. Самый простой способ пилить с водой – вырезать кухонную губку и вставить в коронку. Прижимаем любым предметом губку и прорезаем коронкой. Перед тем, как сделать отверстие, окунаете коронку в ведро с водой и пропиливаете отверстие. По мере сжатия из губки выделяется вода и охлаждает режущую алмазную кромку. Самодельная виброрейка для стяжки. Процесс изготовления виброрейки несложный, все материалы продаются в магазине. Изначально остановился на варианте виброрейки с 2 правилами.
За основу были взяты два алюминиевых правила длиной 1,5 метра и доска, которая должна служить связующим звеном для правил и площадкой для виброшлифмашины. При помощи металлических уголков соединил правила между собой. На деревянную площадку установил виброшлифмашину и закрепил ее при помощи хомутов. Ручка была сделана из обычных черенков, предназначенных для дачного инструмента. Дальше последовали испытания данной конструкции. Первое, что меня обрадовало, это то, что виброрейка работает. Во время испытаний я выявил некоторые недостатки. Я решил отказаться от конструкции из двух правил и оставить одно, так как с одним правилом легче работать. Мягкий алюминий правила сразу стал изнашиваться. Проблему удалось решить просто. Наклеил на лезвие правила при помощи пены 10-мм маяк. Теперь во время заливки не нужно стоять на карачках. Качество работ с виброрейкой улучшилось, а самое главное, что теперь не болит спина. Противовес для тяжелого инструмента. Обычно инструмент для демонтажных работ и резки бетона тяжелый, и такие работы трудоемкие. На одном из объектов в панельном доме мне как-то пришлось расширять и прорезать 6 дверных проемов. Практически нужно было сделать около 30 погонных метров реза глубиной 6 см. Я успешно применил небольшую хитрость, сделал противовес для бетонореза. И в итоге не тратил силы и не удерживал инструмент в руках, а просто направлял его. Для этого в магазине купил обычные кольца с дюбелем. Крепкую веревку, которую привязал к бетонорезу. Сделал над каждым дверным проемом отверстие и вкрутил кольца. Затем продел веревку через кольца. После этого повесил груз, противовес, равный весу бетонореза. В данном случае это просто канистра с грунтовкой. В итоге у меня получился инструмент, который практически ничего не весит. А соответственно не надо тратить много сил и энергии, а можно сосредоточиться на точности реза. По затратам это практически ничего не стоило. В одном из своих роликов я показывал простую модернизацию строительного пылесоса. Модернизация заключалась в установке циклона с емкостью для сбора мусора. Я купил китайский циклон, то есть саму колбу. Стоила она примерно $20. Установил эту колбу на ведро из-под бостика. И затем при помощи резиновых стяжек с крючками для багажника поставил все это на пылесос. По моему замыслу конструкция должна быть мобильной. Изначально у меня был пылесос Bosch GAZ25. Сейчас этот циклон переехал на новый пылесос StarMix. В моих роликах вы постоянно его видите. Конструкция успешно работает. И весь основной мусор собирается не в пылесосе, а в ведре. Сейчас я соберу пылесосом рассыпанный песок, и вы посмотрите, как это работает. Весь песок в ведре. А теперь посмотрим, что попало в мешок. В мешок практически ничего не попало. Примерно то же самое происходит даже с мелкой пылью. Правда, с мелкой пылью в мешок все-таки попадает больше. Преимущество пылесоса с циклоном в том, что вы получаете постоянную мощность всасывания и в 3 раза меньше его вытряхаете. Если вам понравился ролик, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно делитесь моим видео. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.